Сегодня в Индонезии и на Бали особенно уже идут чистки и проверки бизнеса. Это начало масштабной антикоррупционной программы правительства и нового президента Республики Индонезия. Повестка, которая происходит сейчас вместе с большими проверками по компаниям, по инвестиционным китосам, были еще задолго до того, как это все запустилось. Но многие так и продолжают вести свой бизнес по таким частным договоренностям с представителями госслужб и разных органов по так называемому протекшену. Данный вид сервиса носит характер иллюзорной защиты. Как обстоят дела с покупкой земли на Бали? Иностранец не может купить землю в Индонезии навсегда. И очень модное сейчас направление купить виллу или апартаменты на Бали и сдавать как частное лицо. Это не совсем легитимная история, которая впоследствии может привести к проблемам с законодательством. Мы пообщались с нашими друзьями из консалтинг-агентства и сейчас узнаем о том, как власти Индонезии с 2025 года начинают масштабную кампанию по наведению порядка в сфере недвижимости, инвестиций и бизнеса в целом. Для тех, кто не в курсе, я в двух словах опишу, как работает бизнес, как люди вообще привыкли вести дела на Бали. Очень распространенный подход за последние годы особенно. Это такое мышление типа, мол, Азия, что там договорился, вопросики порешал, все приезжают, там где-то замаслят, где-то там договорятся, где-то там подмажут. Короче, типа мутить мутки, решать дела и так далее. Так действительно делали многие, делают сегодня, потому что ситуация позволяла. Всегда, когда власти Индонезии пытались навести порядок, многие говорили, сейчас они пошумят, туда-сюда, сделают вид, и все продолжит работать так, как и работало, и так действительно происходило тоже на наших глазах неоднократно. Но вот интересно, в этот раз прокатит такая же ситуация или нет, потому что поменялся президент, новая метла метет по-новому, и то, как действует сейчас иммиграционная служба, действительно вызывает опасения, что возможно, скорее всего, все действительно поменяется, и бизнес будет сейчас направляться в русло легализации, что для многих людей с определенной ментальностью не очень привычно. И начнем с того, что мы послушаем, как правильно, безопасно и легально открыть и вести бизнес на Бали. Первое, с чего хочу начать, это с того, что иностранец на территории Индонезии не должен воспринимать свой бизнес и то дело, которым он планирует или она планирует заниматься, как индивидуальное предпринимательство. Вы должны понимать, что на территории Индонезии вы можете учредить только компанию с привлечением иностранных инвестиций. И называется эта компания PT-PMA. Уникальность состоит в том, что для того, чтобы организовать эту форму собственности юридического лица, вам необходимо привнести уставной капитал в минимальном размере 10 миллиардов индонезийских рупий, что эквивалентно 600 тысяч долларов США. Сейчас посчитайте все в голове, да, и подумайте, какая это сумма и куда бы вы могли эту сумму проинвестировать в Индонезии. Конечно, вы можете открыть компанию и не привнести этот уставной капитал в полном объеме сразу при регистрации и довносить его частями под цели и нужды, задачи непосредственно вашего бизнеса, но вам нужно понимать, что если инвестиционный департамент или другие государственные органы произведут проверку, то в этом случае при обнаружении факта того, что 10 миллиардов не были внесены в экономику Индонезии, вас могут попросить ликвидировать ваше юридическое лицо, то есть вашу компанию, и вы не сможете работать дальше. То есть вы, не привнося, да, этот уставной капитал, вам нужно понимать, что вы все равно всегда идете на риски. Каким образом вы можете работать, не учреждая компанию на себя в качестве инвесторов, да, в качестве учредителей? Как вариант, вы можете рассмотреть организацию юридического лица на местного партнера. Что я имею в виду? Вы находите себе местного партнера, который согласен вам помогать, который согласен вступать в ваш бизнес, учреждаете компанию на этих лиц. При этом, когда вы открываете местную PT, да, по-другому в обиходе ее называют PT Local,
там не такой большой объем уставного капитала, как для PTPMA. И, соответственно, это облегчает вам задачу и работу вашей компании на долгий срок. Про местных, конечно, вопрос спорный. Я знаю, что сейчас много комментаторов, наверное, которые там пожили пару месяцев на Бали, прибегут в комментарии, будут говорить, что ой, с местными там дела иметь, вас кинут, мы для них только белые там мешки с деньгами. Но это во многом так и есть. Те местные, которые завязаны на бизнесе туристическом, они смотрят на нас как на белые кошельки просто, которых можно доить. Это в любом туристическом месте. Однако, если ты живешь на Бали, другая история. Вот лично мы, за себя могу сказать, что у нас есть такой человек, мы сдружились не с одним балийцем, два близких человека, две женщины балийки, и есть еще пару парней, с которыми тоже можно было бы договариваться, надежные люди. Но ты просто живешь с ними, сдруживаешься, и это им тоже выгодно. Потому что зачем тебе кидать, когда они видят, что приехал иностранец, тут серьезные планы, деньги, они начинают тебе помогать и получают нормальные доходы с тебя. То есть и все окей, все выигрывают. Но я к тому, что реально, более чем реально найти надежного партнера, потому что балийцы во многом, повторюсь, когда живешь там, а не когда туристом приезжаешь, ты находишь людей, и среди них огромное количество обязательных, надежных, четких, классных, честных людей. Вот лично знают, прям хорошие, близкие знакомые, которые начинают вести бизнес и тоже заручаются поддержкой, находят себе помощников, как правая рука или менеджеров из местных, которые тоже, они получают хорошую зарплату, у них взаимно выгодное сотрудничество, они круто друг другу помогают, решают. То есть это вполне реально. Но это нужно понять, приехать пожить. Конечно, это все не сразу, так на тебя надежные люди не сваливаются, как вообще и везде, в любой точке мира. И когда вы учреждаете компанию на местных, вы себя, например, ставите в качестве директора в этой компании, либо как операционного директора, либо как маркетинг-менеджера, либо как бизнес-консультант. Здесь уже, конечно, в зависимости от ваших потребностей, что вы планируете делать, чем конкретно ваша компания планирует заниматься. И в этом случае спокойно работаете, соблюдая все нормы и правила и не боясь, что вас депортируют за то, что у вас не соответствует деятельности, бизнес заявленным вами планам. Давайте сейчас перейдем к вопросу земли. Может ли иностранец купить землю в Индонезии для личного использования или для коммерческого? Сейчас послушаем. Это вопрос о наболевшем, потому что когда мы видим работу агентов и агентств, которые дают зачастую недостоверную информацию, нам, конечно, становится больно. Поэтому постараюсь кратко и подробно ответить на эти вопросы. Надеюсь, что это будет емко. Иностранец не может купить землю в Индонезии навсегда. Точка. Если кто-то вам говорит, что вы можете купить в свое владение навсегда во фрихолд землю, то это не так. Право собственности на землю, который дает право полной собственности, называется хак пакай. И это форма собственности только для местных граждан. Индонезия никогда не продает земли иностранцам. Иностранец может взять землю в личное использование по договору аренды хак-сева, либо в коммерческих целях. Если иностранец берет в коммерческих целях, то он берет не на себя, а на компанию, которая имеет право собственности. Действительно, там немного другой сертификат на землю, но при этом он все равно ограничен сроком. Перепроверьте, пожалуйста, документы, которые вам выдали при сделке с вашей недвижимостью, либо с недвижимостью на вашу компанию, и вы увидите установленный срок. И мало кто говорит о том, что через определенный срок вас попросят переоформить эту землю, либо пролонгировать, либо переоформить на другое лицо, то есть перепродать эту землю, но при этом вам нужно понимать, что через этот срок вам необходимо будет оплатить налог от рыночной стоимости данной земли и, конечно же, непосредственно оформить эту сделку, то есть оплатить эту сделку. Сейчас очень модно инвестировать в недвижку вообще в целом. Я думаю, что все уж в Инстаграме эти рекламы запарили, задолбали всякие дубайские. И на Бали тоже супер топ, так как мы там жили, я много смотрел контента, просто у меня каждый третий рекламный рилс — это недвижка в Бали, недвижка в Бали. Все приезжают, накупают апарты или виллы и пересдают как физлицо. И можно ли так делать? Давайте разберемся. Иностранцы берут на себя объекты как частное лицо и пересдают
в управляющую компанию, которые получают с этого доход. В соответствии потом, впоследствии, передавая денежные средства владельцу данного объекта. На наш взгляд, это не совсем легитимная история, которая впоследствии может привести к проблемам с законодательством. Как я понял, для пересдачи купленной во владении недвижимости, чтобы зарабатывать с этого, то нужно тоже открывать компанию. Вот. Но этот вопрос еще нужно уточнять, потому что вообще в целом это отдельная история для видео, для целого подкаста. Если интересно, напишите в комментариях, я поговорю с ребятами, мы запишем отдельный большой подкаст только вот про инвестиции в недвижку, как правильно, легально, по закону покупать недвижимость, как ее оформлять, чтобы пересдать и получать с этого доход. Если надо, то поговорим об этом более развернуто. Важно в целом понимать, что вопрос земли на Бали вообще не очень простой. Там надо разбираться, там не все так, там с наскоку не получится. Нужно приехать, почитать, найти, взять консультации, взять знающих людей, узнать. Потому что при покупке недвижимости, которая уже построена на какой-то земле на долгий срок или для пересдачи, или для себя, реально люди встревают в неприятности. Это абсолютно распространенная ситуация, потому что, повторюсь, вопрос с землей очень там такой непростой. Также хочу обратить ваше внимание, особенно если вы занимаетесь коммерческой недвижимостью, то есть когда у вас в планах не просто купить объект для себя, чтобы в нем жить, а вы непосредственно рассматриваете это как объект ваших инвестиций. Мы всегда нашим клиентам объясняем и рассказываем о том, чтобы вы обязательно, очень тщательно проверяли документы и статус земли, которую вы берете в аренду либо на себя, либо на компанию, для того, чтобы не было недоразумений с теми объектами, которые будут построены на этой земле. Земли в Индонезии много, но конкретно на Бали с статусом на возможность строительства земли не так-то много. И зачастую те земли, которые продаются, они относятся к зеленой зоне, и зачастую это природоохранные земли, которые, к сожалению, в долгосрочной перспективе очень сложно переводить в статус желтой зоны, на которой можно будет организовывать строительство. Мы рекомендуем не верить и не проводить никакие сделки с недвижимостью до того момента, пока не будет переведена земля в статус желтой зоны, потому что впоследствии, когда вам будут агенты говорить о том, что давай сделку проведем, ты не переживай, потом мы все это сделаем, мы все это перепишем, к сожалению, это может не соответствовать действительности. И нужно понимать, что вступая в такие отношения с владельцем земли, вы очень сильно рискуете своими деньгами. Потом вы никому, к сожалению, не докажете о том, что вам пообещали эту землю перевести, что вам сказали, что все будет готово, что все будет хорошо, бери, не бойся, покупай, да. Поэтому это только ваша ответственность проверить документы, проверить соответствие, изучить все полностью и быть готовыми к тому, что если вдруг это зеленая зона, то перевода ее в желтую зону может не состояться. И когда ты живешь, то постоянно слышишь эти истории. Мы не раз слышали таких много историй, что люди покупали землю или там арендовали землю, хотели там, планировали что-то строить, но потом оказывалось, что строить то, что они хотели, тут нельзя. Но им говорили, что можно, а на самом деле нельзя. Но им говорили, что можно будет. Если раньше землю легко можно было переводить из статуса зеленой зоны в статус желтой зоны, потом на ней строить, получить все документы и все это сделать задним числом. То есть непосредственно, например, сделка с землей прошла, уже привлекли инвестиции, уже запустили стройку, и потом по ходу дела работали с документами, да, то есть переводили все эти земли и получали разрешение на строительство и на сам объект. То, к сожалению, сейчас это сделать не так-то просто, потому что все переводы с зеленой на желтую зону квотированы, и это уже более четко и более строго отслеживается. Поэтому наша вам рекомендация: просто не рискуйте своими деньгами при как раз-таки инвестициях в недвижимость.
Сейчас действительно идут массовые проверки, и это видно по контенту в соцсетях. Те, кто следит за Бали, то постоянно вываливаются какие-то рилсы плачущих девушек или грустных парней, которых депортируют с китосами, потому что они были открыты вот через какие-то кривые компании с кривыми документами. Если мы посмотрим на все то, что происходит за последние 1,5 года в Индонезии, и вся та политика, которая ведется, то это большая, очень мощная государственная программа, антикоррупционная в том числе, которая как раз-таки направлена на то, чтобы сохранить земли, сохранить рабочие места, на то, чтобы сохранить возможность бизнеса для местных граждан. При этом, конечно же, стараясь не уменьшить объем привлекаемых инвестиций в страну. И наша задача с вами, как иностранцев здесь на территории Индонезии, просто следовать правилам, следовать законам, не нарушать их, потому что за каждое нарушение вы должны будете ответить. И это нужно понимать, просто осознавать эти риски. На самом деле, вот мы 4 года жили, и на протяжении всех 4 лет это было постоянно, с периодичностью там в полгода приходили проверки, и это все повторялось вновь и вновь и вновь. Мы делали вот у наших друзей Визапро документы, и ребятам я максимально доверяю. И уже, не знаю, за 4 последних года, я не знаю, сколько вообще подписчиков в целом сделали у них визы, открывали компании. Сейчас, кстати, китосы не нужны. Сейчас очень крутая виза E33G. Это получается годовая виза без необходимости открывать компанию. Вот. Ну, просто огонь. Называется там remote виза или фриланс виза. Вот. Вы ее открываете и год живете. Все. Там, правда, нужен список документов, подтверждающих, что у вас удаленная работа, но компания сама за вас эти документы все делает. Только эту визу наши подписчики, по-моему, вот с осени в этот сезон зимний на зимовку открыла, не знаю, по-моему, больше 30 человек. Вся информация в описании, в телеграм-канале. Приходите, прочекайте, если кому-то нужно. Также знаю людей, знакомых, которые покупали себе этот protection. Protection. Ну, вообще протекция — это, в переводе с английского, это защита. Это не совсем легальная процедура вообще в любой сфере, в любой деятельности. Это как некая защита правоохранительных органов для того, чтобы вы могли работать. Мы от себя, когда консультируем наших клиентов, вообще компании, учредителей, просто клиентов, которые хотят работать как частные лица, мы никогда не рекомендуем прибегать к данному виду сервиса, потому что это все равно так или иначе для вас, как для компании, либо как для частного лица, является небезопасным в понимании долгой перспективы работы. Вам нужно понимать, что рано или поздно этот протекшн может закончиться, и могут наступить сложные времена, где вам придется делать все правильно и легально. Например, там, смена руководства, либо изменение условий, да, этого самого протекшена, который вы не сможете потянуть. Поэтому мы рекомендуем всегда действовать в правовом поле законно. Мы всегда рекомендуем готовить все документы согласно нормам. И в этом случае, когда вы делаете все правильно, когда вы делаете все честно, когда вы делаете все прозрачно, у вас не появляется даже необходимости никакой защиты, да, никакого протекшена. Многие делали протекшн, и вот, повторюсь, за 4 года очень немало историй было депортаций, и как минимум половина у этих людей, которых депортировали, был протекшн, как мы видим, он не очень-то им помог. Мы считаем, что данная услуга, она носит такой немного временный и переходный характер в любом случае, потому что на перспективу долго вы так проработать открыто, мощно, с огромным масштабом, например, не сможете, да, и данный вид сервиса, он носит такой иллюзорный характер иллюзорной защиты. Да, то есть вам кажется, что вы защищены, но на самом деле ваш бизнес в какой-то момент может подвергнуться огромной опасности, и либо вы, как частное лицо, которое работаете, да, с протекшеном, также можете получить проблемы. Так и почему вообще, с чего вдруг пошли все эти глобальные изменения? И самый главный вопрос, вот что это будет, типа в этот раз по-настоящему какие-то серьезные сдвиги? Или, как обычно, все пошумели, приехала проверочка, сделала 2-3 показательных кейса и уехала к себе в Джакарту? Или действительно что-то поменяется и к чему это все будет вести?
Вот эта вся повестка, которая происходит сейчас вместе с большими проверками по компаниям, по инвестиционным китосам, которая сейчас происходит, на самом деле ее зачатки, о которых мы говорили нашим клиентам, как мы всегда консультируем, стараемся консультировать клиентов в рамках закона, чтобы впоследствии не возникло проблем, да, то есть мы всегда стараемся смотреть на перспективу. То есть сегодня, может быть, у вас не будет проблемы, если вы будете так делать, да, но в долгосрочной перспективе, в перспективе вашей работы вы должны быть в безопасности. И это очень важно. Так вот, зачатки того, что сейчас происходит, и то, что сейчас проявляется, были еще задолго до того, как это все запустилось, да. Это все было подано с руки предыдущего президента Республики Индонезия, когда он уже заканчивал свой срок правления, когда он передавал дела новому президенту. Так вот, вот эта вся повестка, включая антикоррупционную повестку, которая сейчас довольно-таки хорошо начинает работать и вступать в силу, она в том числе направлена на то, чтобы привести все в порядок. Вот. И одним из таких рычагов, при помощи которого Республика Индонезия и его правительство хочет привести в порядок, это переезд на новый административный сайт налоговый, который называется Cortex. То есть если раньше мы все налоги отчитывали на сайте DPG, то сейчас это будет новый веб-сайт. У нас переезд состоялся и еще в процессе по некоторым компаниям с 1 января 2025 года. В эту систему Cortex было проинвестировано, просто вдумайтесь, около 10 миллиардов индонезийских рупий. Это эквивалент 610 тысяч долларов. Вот на текущий момент это 610 тысяч долларов. Может каждый перевести в свою валюту и оценить, насколько это масштабный проект. Так вот, если говорить вкратце, то главная задача этого нового административного сайта и в целом всей системы в том, чтобы сконнектить необходимые государственные департаменты между собой для передачи и для быстрого получения необходимой информации между собой. Например, если раньше мы имели ситуацию, где все департаменты были разрознены, это было очень сложно, и это, конечно же, осложняло работу правоохранительных органов, то сейчас все будет приведено к общему знаменателю. Это про то, что информация будет передаваться между налоговой, между инвестиционным департаментом, между иммиграцией, между банками, и это будет как одна такая большая экосистема, в которой уже не утаишь ничего, поэтому это некий такой призыв и рекомендация к тем предпринимателям, кто здесь надолго и кто планирует все-таки вести честный, красивый, чистый, открытый бизнес, приводите свои дела в порядок. Так как раньше вы работали, возможно, в ближайшее время на это не будет возможности. Вот. У вас сейчас еще пока осталось время к тому, чтобы вы смогли полностью легализовать все процессы, чтобы вы могли сделать все чисто, да, в вашем бизнесе, сделать все отчеты, сделать все подачи налоговых деклараций. Не пренебрегайте, пожалуйста, этим, потому что по нашей информации с 2025 года Индонезия начнет применять санкции по поводу нерадивых инвесторов, учредителей компаний, к самим компаниям. Будет все это приводить к закрытию ваших бизнесов, к депортации вас, да, например, как инвесторов, которые не соблюли закон. Вот, поэтому просто пока есть возможность подготовиться, лучше это сделать, чтобы потом не столкнуться с какими-то проблемами и, не дай бог, с потерей вашего бизнеса. Мы вот общаемся с ребятами с Визапро, они просто открыты, готовы давать любую информацию. Пишите в комментариях, на какую тему сделать развернутый большой подкаст. Можем вообще каждый вопрос отдельно записать, вообще нет проблем. В общем, пишите, что интересно было бы узнать, и мы будем стараться этот контент создавать и постить. Также на этом канале уже огромное количество полезной информации по переезду с детьми, отдыху, по зимовке, про
просто супер места, в общем, красивые, классные видео Бали, которые мотивируют вас еще там на поездку, на зимовку, на переезд. Вся полезная информация собрана в телеграм-канале, в закреп-посте, ссылочка в описании, приходите, смотрите, скидки на все визы, вот, от наших друзей. Все, увидимся в новых видео, пока-пока.